Приветствую всех, с вами я, Игерим Жумадилова. Сегодня я хочу с вами сделать утренний самомассаж, который направлен на снятие напряжения с мышц и на улучшение оттока жидкости, то есть отечность выбираем. А здесь я буду показывать вам без комментариев. Но исходный ролик здесь вы можете посмотреть, где я прям останавливаюсь и каждую технику объясняю вам. Но по вашим просьбам хочу сделать просто без комментариев от начала до конца этот ролик. Можно делать утром и вечером в неделю 2-3 раза вместе со мной. Итак, начинаем. Сразу скажу, берем масло, либо крем, который подходит по вашей коже. Подготовьте просто перчатки для букального самомассажа. А так, в принципе, все. Чистое лицо. И повторяем каждую технику где-то 3-4 подхода. Так, начинаем.
На этом все. По-моему, минут где-то 7-10. В зависимости, сколько подходов вы хотите сделать. Можно сделать 4 подхода, можно сделать 5, 6, 7, 8, как вы хотите. Привет всем! С вами я, Игерим Жумадилова. Сегодня я хочу вам показать утренний самомассаж, который направлен на улучшение оттока жидкости. Значит, мы убираем отечность, поднимаем верхнее веко и убираем с мышц напряжение. Что я буду использовать? Я буду использовать масло. Если у вас кожа жирная или есть какие-то мелкие высыпания, то вы можете выбрать любое свое средство, будь это молочко, будь это крем массажный. То есть по типу кожи сами ориентируйтесь. На мое лицо не смотрим. Меня буквально вчера дочь поцарапала. Но все равно я решила сделать сегодняшний эфир. Кстати, хочу добавить, снимаем мы напряжение букальной техникой, поэтому мне понадобятся перчатки. Я еще буду использовать вот такие вот силиконовые перчатки. Но это не обязательно, можно использовать подушечками пальцев. Итак, я уже начинаю. Беру масло, немножко разогреваю. Масла много не надо. Буквально 2 капли этого достаточно. Сначала наносим по лицу, вы знаете, от центра к периферии ведем. Я это просто мажу маслом, либо крем. И сливаем. У нас лимфа течет от центра к периферии, да, поэтому все наши движения будут начинаться от центра. Первое движение это направлено на дренаж, да, и работаем в подчелюстном пространстве, там, где у вас подбородочная зона. Здесь у нас проходят лимфатические каналы. Итак, подушечками пальцев ставим на подчелюстное пространство, сгибаем указательные пальцы и вот 1, 2, 3, 4. На углу нижней челюсти мы вниз сливаем. 1, 2, 3, 4. Ребята, я более подробно для профессионалов показываю на своем телеграм-канале. Для мастеров, которые начинают или уже практикуют разные техники массажа, там я уже показываю для мастеров. Оставлю ссылку. 1, 2, 3, 4. Сливаем. 1, 2, 3, 4. Где-то 8 раз можно сделать. 1, 2, 3, 4. Слив. Потихоньку подхожу на подбородочную зону. Это у нас вот подбородочная мышца и мышцы-депрессоры, которые вниз тянут. Вот когда есть напряжение, вниз тянут уголки рта, да? Я хочу здесь проработать подушечками пальцев, либо вот так вот. 1, 2, 3, 4. Прочесывающее движение. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Где-то 4 подхода можно сделать. И потихоньку от щечных мышц я веду в сторону. Видите, такие поглаживающие движения. Но лимфодренаж мы выполняем немного. Давим на ткань и ведем такие глубокие поглаживающие движения. Смотрите. 1, 2, 3, 4. 2 подхода. Еще выше. 1, 2, 3, 4. Слив 2. Ну, где-то на каждой стороне, если считать, то 2 либо 3-4 подхода. Я усиливаю каждый раз. Так вот. 1, 2, 3, 4. Слив. 1, 2, 3, 4. Слив. Теперь у нас нижняя челюсть мы проработали. Я еще раз повторяю 4, либо можете сами добавлять, у кого какое напряжение, либо отечность, вы будете ориентироваться. Для меня 4 подхода уже я чувствую разогрев ткани и улучшается микроциркуляция. Когда улучшается микроциркуляция, то есть кровоток улучшается, вот это напряжение начинает уходить. Переходим на скуловую зону. Это у нас носогубная складка. Что я буду делать? Смотрите, молодильное яблочко называется для профессионалов, но под скуловыми костями от центра к периферии я веду к козелку уха. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Как будто бы я скребу. И с другой стороны. 1, 2, 3, 4. Ребром указательных пальцев. 1, 2, 3, 4.
веду вверх и синхронно. Тоже 4 подхода. Этого достаточно. Угу. Теперь от носовых мышц я перехожу на зону вокруг глаз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это я для чего делаю? Смотрите, так как массаж лимфодренажный, венозный отток у нас проходит отсюда от переносицы, от зоны переносицы, да, вдоль носогубных складок и двигается к краю нижней челюсти. Поэтому есть смысл проработать эту зону подольше. Я от носовых мышц веду вот елочкой вверх на надбровной кости и веду, останавливаясь на височной зоне, так как здесь у меня тоже есть лимфатические каналы. Помпажные движения делаю в конце. Раз, два, три, четыре. Помпажные движения. Это движение улучшает отток жидкости. Раз, два, три, четыре. Хорошо поднимать верхнее веко и снимает усталость, напряжение. Утром какая усталость, да? Какая усталость утром? Но, тем не менее, мы же хотим сделать открытый взгляд и снимаем по ходу тока лимфы. Беру перчатки. Вот я вам показываю. Здесь у меня есть пупырышки. Но я повторяю, у кого нет перчатки, вы можете просто подушечками пальцев. Тоже работает. Вот она. Угу. Я опять перехожу на угол рта и веду. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. От центра веду к виску. Раз, два, три, четыре. И от височной зоны, смотрите, я вот так вот прочесываю вверх. На орбитальной зоне, то есть верхнее веко, начинается от конца бровей. По 2-3 подхода вы прочесываете, идете к центру. Там, где у вас межбровка. Угу. Повторили где-то 10 раз. И от центра же я ухожу на эту зону, то есть на другую зону. Повторяю. Да? И здесь завершаю технику. То есть я здесь начала, иду по кругу, завершаю на другой стороне лица. Делаем 3-4 подхода, либо считаем до 10. Угу. Нажимаем. Вручную делается вот она, просто без перчатки. Я даже не помню, где я покупала эти перчатки. Смотрите. На самом деле легкий массаж. Я сама лимфодренаж обожаю. Круговое движение. И слив. Смотрите, открытый взгляд, лицо горит, значит, улучшилась микроциркуляция, дренаж сделали. Слив я сделала. В лимфодренажном массаже слив делать нужно обязательно, потому что мы обеспечиваем, улучшаем отток жидкости, а жидкость куда идет? К зоне ключицы. Можно сделать пару дыхательных практик. Это глубокий вдох. Медленное дыхание. Теперь можно тоже 3-4 подхода сделали. Я хочу дополнительно сюда, чтобы усилить эффект массажа и снять напряжение жевательных мышц, буду делать буккальный самомассаж. Буккальный самомассаж тоже очень приятная процедура. Во всяком случае, я ее обожаю и всегда использую как дополнительная техника к моим методам. Кстати, я хочу указать тут сайт, где я профессиональные курсы провожу. Там прям про буккальную технику тоже я пишу. В основном это у меня завершающая техника массажа. Итак,
положила большой палец, я делаю просто вот такие прочесывающие движения на зоне, скуловой зоне. Раз, два, три, четыре. Итак, жевательная мышца. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Повторяю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Круговые движения, спиралевидные. Угу. И с нижней части. Раз, два, три, четыре. Снизу вверх. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз прочесываю. Раз, два, три, четыре. Уже не спиралевидные, прочесывающие. Угу. И потихонечку ухожу на круговую мышцу рта. Вот она. Потихоньку убрала. Смотрите на разницу. Видите, как поднимается сразу лифтинг, эффект сразу. Помимо того, что мы снимаем отечность, еще и поднимаем мышцы. Это за счет того, что мы усиленно кровоток, над кровообращением поработали и расслабили эти мышцы. И так повторяю на другой стороне. Девочки, прежде чем я начну прорабатывать левую сторону, хочу вам наглядно показать, как внутри расположены пальцы и как они двигаются. В основном у меня большой палец изнутри, вот она, я ее положила, а мои другие остальные пальцы, указательные и средние, можно и вот безымянный палец включить, все пальцы, прорабатываю, вот положила, сверху эти пальцы параллельно двигаются. Вот она, прочесывающие такие спиралевидные движения. Вот мои руки хорошо тут видны, да? Я так работаю на мышцах, которые поднимают верхнюю губу и угол рта. Вот она здесь. Раз, два, три, четыре. И я от этой стороны веду туда, к жевательной, к скуловой дуге, вот сюда. Прочесываю каждую мышцу. То есть это жевательную мышцу. Каждую площадь прорабатываю. И изнутри вот этот палец, я его просто двигаю отсюда вот сюда. Все остальные пальчики делают круговые спиралевидные движения. Вот как на этой салфетке. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А когда прочесываю, я просто ставлю тоже. То есть вот этот большой палец служит для меня опорой. Вот она. Раз, два, три, четыре. Куда этот палец движется, туда и другие мои пальчики сверху двигаются. Понятно? Давайте я уже буду показывать на этой стороне. Угу. Раз, два, три, четыре. Большой палец, вот она, вот тут стоит. Раз, два, три, четыре. Двигаюсь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот она, скуловая дуга. Вот жевательная мышца. Раз, два, три. Спиральки, да, такие круговые движения. Раз, два, три, четыре. И снизу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сила давления, да? Вы сами регулируете. Не надо крепко держаться. Просто вот эту руку расслабьте. Вот она, что двигалась. Раз, два, три, четыре. Умеренное давление. Раз, два, три, четыре. Круговая мышца глаз. Раз, два, три, четыре. Все, этого достаточно. Напряжение. Я сама чувствую, что разогрев идет, и напряжение снимается потихонечку. Отечность уходит. Что касается верхнего века.
Я просто дополнительно вам покажу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Зигзаг. Тоже разволокнение верхнего лба. Фиксирую. От центра к периферии идет все движения. Все. Где-то можете сделать, где-то 5-6 подходов. Итого массаж займет от 7 до 10. В моем случае, если у меня есть время, дочь моя не плачет, еще не проснулась, то я могу до 15 до 20 минут включить просто разнообразие и удлинить время. То есть смотрите сами. Данный массаж можно и вечером делать. Но я люблю такую дренажную технику делать утром, потому что единственный способ улучшить отток жидкости, то есть это убрать отечность, это дренажная техника. Подойдет тем, у кого есть даже филлеры, у кого есть нити на лице. Дренажной техникой можно делать массаж. Вот, девочки, можете повторить каждый день, или потом 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Можете, сами смотрите. Я рекомендую делать такой массаж ежедневно. Девочки, на этом завершаем. Хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Там я, девочки, показываю и рассказываю, напрямую с вами общаюсь про техники массажа или рекомендации мастерам. То есть этот канал был создан для того, чтобы улучшить навыки для начинающих мастеров и для практикующих мастеров. Есть еще сайт, в описании тоже оставлю. Там есть промо-ролики моих профессиональных онлайн-курсов. Тоже переходите, смотрите, Инстаграм, то есть все мои контакты в описании я оставлю. Не прощаемся на этом. В следующий раз я вам покажу еще одну технику самомассажа, которую можно уже проработать локально. Там я прям на анатомию хочу остановиться. То есть планирую для вас сделать серию видеороликов, где я буду вам полезна. Не прощаемся с вами. До скорых встреч. Оставляйте комментарии про Beauty KZ. Буду с вами общаться.